Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала Теплый дом СПБ. В сегодняшнем ролике я отклонюсь от темы строительства и расскажу, как сделать детскую кроватку для аллергиков. То есть, почему для аллергиков? Потому что современные кровати, которые сделаны из всяких разных вредных материалов, типа как ЛДСП, которые выделяют всякие разные пары и так далее, то есть они нам не подходят. Так как я строю экологически чистые дома, полностью соответствующие всем параметрам и экологичным нормам, то, соответственно, нужна туда и экологичная мебель. Поэтому данную кроватку я буду делать для своего ребенка и, соответственно, покажу, как это делается. Для начала нам, конечно, потребуется проект. Вы можете нарисовать его самостоятельно, да, либо какой-нибудь эскиз на бумаге, либо сделать это при помощи специального программного обеспечения. Также можно сделать 3D-визуализацию, чтобы увидеть, как реально пропорционально будет выглядеть данная кроватка. Итак, приступим, друзья. Для этого нам потребуется распиловочный стол, фрезерный станок, шлифовальная машина, компрессор с обдувом воздуха, чтобы сдувать опилки и они нам не мешали, и, соответственно, торцовочная либо циркулярная пила, кому как удобней. И для общего монтажа своих уже подготовленных деталей нам понадобится шуруповерт и специальные приспособления, которые вы увидите дальнейшее в ролике. Итак, приступим, друзья. Итак, друзья, делать мы будем детали из массива сосны. Соответственно, мы можем использовать для этого готовые склеенные щиты. Их можно приобрести на любом производстве, в любом строительном магазине. Либо мы можем, соответственно, сами напилить определенные ламели и склеить их. В данном случае я уже купил часть элементов, деталей уже склеенных, то есть использую я 28-й по толщине мебельный щит, который я один нарезал на определенные детали. Как нарезать, соответственно, я показывать не буду, это примитив, потому что у меня в моих видео показано, как режется пиломатериал и каким образом, то есть как торцовочной пилой пилить и как этот, то есть это не имеет смысла. Как я делаю фрезеровку, то есть для чего она нужна? Для того, чтобы убрать острые края. И потом в дальнейшем я каждую деталь обрабатываю шлифовальной машинкой. Либо можно использовать ленточную, либо можно использовать обычную вибрационную. Я использую обычную вибрационную, потому что она не оставляет раковины на древесине. Итак, приступим. Покажу, как это делается. Кстати, компрессором очень удобно сдувать, потому что остается очень много опилок, всякой разной грязи, а так оно нам не мешает дальнейше работать. Вот получается у нас такой скругленный край, то есть можно вот с торца посмотреть обычный, да, а вот это скругленный, об который невозможно порезаться. Еще, соответственно, 120-й шкуркой я в дальнейшем подработаю при помощи шлифовальной машины. После того, как мы подготовили все детали, полностью их отшлифовали, обработали, можно теперь заниматься крепежом. Для того, чтобы закрепить их друг с другом, я буду использовать вот такое вот приспособление. Это называется мебельный кондуктор, который позволяет засверлиться в любой заготовке без каких-либо проблем. То есть, чтобы сверло не ушло ни в бок, ни вниз, а чтобы оно было четко по центру и четко горизонтально. Для этого я отмеряю
на заготовках ставлю отметки согласно проекту и приступаю к сверлению. Таким вот образом фиксирую кондуктор на детали. У меня стоит ограничитель сверла, чтобы глубина отверстия была не слишком глубоким, а совпадала конкретно под вот такой вот нагель мебельный. Так, приступим. Вот такие вот ровные идеальные отверстия. Следующим этапом я беру 8 нагелей, беру клей ПВА D3, клей для дерева, чисто классическая тема. И наношу его внутрь отверстия. Дальше беру молоточек и аккуратненько забиваю каждый нагель. Все, 2 детали к стыковке готовы. Следующим шагом я беру следующую обработанную деталь, измеряю ее толщину. Ее толщина составляет 18 миллиметров. И аналогичным образом, перенастроив, соответственно, на 9 миллиметров от основной оси мебельный кондуктор, делается-то вот так вот. Потому что до этого толщина была 28, соответственно, стояла установка на 14 миллиметров. Чтобы, так как у нас края закругленные, чтобы не было смещения, я беру уголок и максимально плотно стыкую его вместе с кондуктором. А потом, придерживая, зажимаю. После того, как я затянул, я проверяю, что ничего нигде не торчит. Можно засверливать. Получаются вот такие ровные, идеальные отверстия. Вот показываю, как это выглядит. После того, как детали у нас просверлены с 2 сторон, подготовлены, нам остается нанести клей и состыковать их. Здесь я уже наношу клей еще и на боковую поверхность. Беру, соответственно,
заготовку, монтирую ее. Дальше беру вот такую планочку, чтобы не испортить, и бью по ней аккуратно, прижимаю. В местах, где находятся нагеля. Почему, спросите вы, я это не сжимаю струбциной? Потому что нарушится плоскость. И эти части может извернуть. Либо так, а мне это не нужно. Следующую деталь нам необходимо сделать вот такую. Засверлить 5 одинаковых отверстий на одинаковую глубину. Причем ровно посередине. Для этого я размечаю, где должны быть эти отверстия. Беру стойку с дрелью с ограничением глубины, настраиваю нужную глубину и начинаю сверлить. Вот 5 одинаковых отверстий. После того, как клей высох, следующим этапом мы фиксируем нижнюю планку при помощи 2 саморезов. Выставляем ее в уровень. Так, далее напиливаем вот такие вот круглые элементы, предварительно измерив расстояние и учитывая глубину на вот этой планке и на нижней планке. Берем вот такой вот элемент и напиливаем по 16,3 мм в моем случае. Далее следующим шагом на финишной планке мы засверливаем аккуратно 2 отверстия под заглушки, под 2 заглушки. То есть крепить мы будем 2 саморезами. У нас один и второй. 2 самореза ПЗ-2 35 на 3,5. Соответственно, глубину делаем такую, чтобы заглушка у нас легко легла. Поэтому сверло используем довольно-таки острое. Дальше, получается, заглушки у нас есть. 5 деталей, элементов у нас тоже есть. Можно собирать. Значит, при сборке, как всегда, используем клей ПВА. Намазываем аккуратненько. Опять же, не в больших количествах, потому что иначе выдавит, потом это все сошкуривать придется лишнее. Ни к чему это все. Итак, далее, после того, как мы намазали клеем, мы аккуратненько вставляем сюда наши детали.
глубина у нас нормальная, поэтому все ставится замечательно. Ну и отверстие у нас четко по 20 миллиметров. Они полностью подходят. Дальше берем финишную планочку. И аккуратно ее монтируем. Зафиксировав, соответственно, саморезами верхнюю планку, мы потом фиксируем сюда заглушечки и подстукиваем их, чтобы они улегали плотненько. Предварительно все это дело смазав ПВА клеем. Дальше эта деталь может идти на шлифовку, и можно делать горизонтальную присадку и делать основание кровати. Следующим шагом мы делаем присадку готовых деталей. Для этого, для нагилей крепления, для этого мы размечаем при помощи уголка на наших деталей, ставим отметки. Берем мебельный опять кондуктор и сверлим отверстия, технологические отверстия для нагилей. Следующим этапом я вставляю нагиля в засверленные отверстия и подготавливаю все уже по финишу к финальной сборке. Останется только собрать полностью конструктив основных элементов. Дальше поставить два элемента, которые будут держать ламели, и из фанеры толщиной 10 миллиметров напилить 12 ламелей. Далее наносим внутрь отверстий противоположных деталей. После того, как мы собрали полностью всю конструкцию, мы закрепляем, стягиваем по одному саморезу. Нагиля у нас по 4 штуки, все замечательно держат, и вставляем декоративные заглушки. Так, следующим этапом я фиксирую горизонтальный профиль, куда будут крепиться ламели. Но это совсем просто. А дальше из фанеры десятки, соответственно, заготавливаю ламели и своим любимым нейлером пришлепываю 50-ми гвоздями к вот этой вот планке.
Главное подобрать саморезы таким образом, чтобы они не вышли насквозь с той стороны декоративной. Иначе будет очень обидно, и вся работа пойдет на смарку. Главное не забыть поставить отметки, потому что брусок может быть, его может изогнуть, и где-то он может спружинить вверх, где-то вниз. А если у нас стоят 5 отметок, то он получается ровно по уровню в горизонтальной плоскости. Финишным шагом остается из фанеры 10 мм, которую я распилил вдоль на такие ламели по направлению волокон, сделать по 70 сантиметров, то есть по 700 миллиметров детали, готовые ламели, разложить их и закрепить при помощи нейлера 50-ми гвоздями. Две ламели готовы. Далее следующим шагом обрабатываем при помощи шкурки заусенцы, которые появились в результате пиления. И аккуратненько выкладываем их . Далее финишный этап после того, как мы разложили ламели, фиксируем их 50-ми гвоздями при помощи нейлера. Итак, друзья, изделие полностью готово. Осталось дождаться, пока оно высохнет до конца. Таким образом вы можете собрать не только детскую кроватку, но и любую взрослую кровать, любой стул, абсолютно любое изделие по такому принципу из дерева. Если вам понравилось, есть какие-то вопросы, можете всегда написать в комментариях к данному ролику. А так обязательно подписывайтесь на канал, если вы смотрите меня впервые. И до новых встреч, друзья!